Портал fb.ru расскажет, как своими руками, без срыва досок, простыми способами устранить скрип пола. Если у вас деревянные полы, например, на даче, то вы обязательно столкнетесь с проблемой их скрипа. Причиной данного явления, которое, конечно, не из приятных, является то, что древесина с течением времени имеет свойство деформироваться под воздействием внешних условий. Немалое значение, конечно же, имеет и то, насколько правильно у вас уложен пол. Но есть выход из ситуации, причем не радикальный. Пол срывать не придется. Будем использовать самые наипростейшие способы, которые помогут вам победить этот противный скрип с помощью фиксации саморезами. Раньше при укладке деревянного пола использовали гвозди. С течением времени данный крепеж расшатывается, и половые доски принимаются, тряся лаги, скрипеть. В этом конкретном случае нам необходимо будет дополнительно зафиксировать половицы, для чего мы будем использовать саморезы. Старые гвозди пусть остаются на своих местах, вытаскивать их совершенно не нужно. Просто рядом с ними закрутите саморезы. Второй способ – это использовать свечу. Старинный дедовский способ, проверенный временем и доказавший свою эффективность. Берем свечу и натираем шов между скрипящими досками. Используем тальк. Способ прост, но действие его во многом ограничено во времени. Берем тальк и сыпем его между половицами, которые издают скрип. Все лишнее просто убираем сухой тряпкой. Используем монтажную пену. На 2-3 года хватит, но не больше. В связи с тем, что с течением времени пена имеет свойство разрушаться и усаживаться под воздействием нагрузок. Но если скрипит всего несколько половиц и у вас есть баллон с монтажной пеной, то вполне подойдет. Заливаем монтажную пель в щели, она, высыхая, расширяется и плотно прижимает половицы друг к другу, тем самым скрип исчезнет. Излишки пены можно будет срезать канцелярским ножом, а потом отмыть специальным раствором. Используем специальный герметик. Это достаточно современный способ борьбы со скрипом. Герметик заливаем в швы. Он засыхает и не позволяет доскам тереться друг от друга, выполняя роль своеобразного деревянного клина, устраняя таким образом скрип. Здесь мы привели самые простые способы избавиться от скрипа, но их достоинство, что они не радикальные и дешевые. Они позволят продлить жизнь полу, не прибегая к более дорогостоящему способу и его замене. А какими способами пользовались вы, устраняя скрип пола? Давайте обсудим в комментариях. Материал подготовлен порталом fb.ru. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.